Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас интересный обзор по новой, на мой взгляд, интересной машине. С нами игра Мир танков от Леста и с нами танк ПЗ КВ-1. Да-да, вы не ослышались, ПЗ КВ-1. Это у нас танк, захваченный немцами, по сути тот же самый КВ-1. Вот, ну его немножко доработали, изменили всякие тактико-технические характеристики касаемо пушки. Видите, шляпа у нас какая интересная появилась. Ну и давайте разбираться, что же это за зверь такой и хорош ли он в рендоме. Это прем-танк, это важно. Это прем-танк, на нем можно даже фармить серебро. Вот. Ну и сначала давайте пойдем посмотрим сначала бронирование. ПЗ КВ-1. Погнали. Итак, Collision модель нашего ПЗ КВ-1, и сразу сходу мы видим, что у нас на подбашенной рубке появились экраны, дополнительное бронирование, да, добавить чуть-чуть. Ну, зато появилась, вернее не зато, увы, появилась такая огромная шляпа. И что это за шляпа и сколько брони, сейчас посмотрим. НЛД у нас двухсоставной, нижняя часть, верхняя часть НЛД. Ну и давайте смотреть, верхняя часть 81. Нижняя часть 99. Все так же, как у КВ-1. Вверху 91 в приведенке. Хороший угол наклона. Ну, конечно, все это достаточно слабая броня, надо понимать. Подбашенная рубка те же 83. Но у нас добавился экранчики. Экранчики аж целых 30 миллиметров. И уже 114. А это уже против стоковых пушек на тяжелых танках 5 уровня уже что-то. Вот, рубку усилили. По башне маска все то же самое, 90, 112, а щеки у нас 146, 285 здесь по углам, и это достаточно неплохое уже бронирование, но появилась такая вот штука, шляпа в 95 миллиметров. Бортовое бронирование у нас 75. И, соответственно, хорошо танкует от борта. Соответственно, какие допы мы получили? Еще раз, допы, экраны на подбашенной рубке. Все остальное, как у КВ-1. И вот появилась вот такая неудобная вещь. Это, конечно же, минус. И, кстати, первая цифра секретного кода для розыгрыша голды. Цифра 2. Итак, с броней разобрались. По сути, не сильно отличается. Есть, конечно, моменты. Ну да ладно. Давайте смотреть, что у нас за пушка тут стоит. Вот что самое интересное. У нас стоит здесь немецкая пушка. KVK 40 L48. Вот. Альфа 110. Бронепробитие на основном типе снаряда 115, 162 на голде. Заряжается пушка на стойке меньше 4 секунд. Очень вменяемая точность разброса орудия 0.37. Более-менее комфортное время сведения 2,5 секунды. И что можно здесь сказать? Сказать здесь можно следующее. Что да, на голде этот танк будет играться вот с таким ДПМом, с таким заряжанием очень хорошо. На основном типе снаряда придется выцеливать. Потому что разница здесь почти в 50 мм бронепробития достаточно существенная. Вот, прем-танк, сами видите. Серебра больше, свободный опыт, пересадка экипажа без штрафов на немецких тяжелых танках. По оборудованию я поставил дефолт, закалка, досел, турбина. Дефолт. И думаю, что по сути, вот судя на циферки здесь, да, наверное, ничего этому не надо. У нас уже точность 0.34, поэтому игра с прицелами. Тяжелый танк. Здесь по-любому должна стоять закалка. Здесь по-любому должна стоять досел. И для более лучшей подвижности я поставил турбину. Что можно вместо турбины поставить? А вместо турбины здесь можно поставить УМП. Можно поставить вентилятор. Наверное, вот что единственное можно попробовать. По снарядам на этой пушке основной у нас ББХ летит 790, в принципе нормально, это все-таки танк ближнего боя, скорость полета голды, а это подкол почти 1000 метров в секунду, все норм. По снаряжению ремка, аптечка, все-таки это советский танк, ставьте, огнетушитель, желательно автоматический. Я, дабы раскачать возможности этой машины, поставил шоколадку доп. Паёк. Экипаж, те же 5 членов экипажа, радист у нас. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой. По плюсам и минусам машины. Так, пока сухо в цифрах, да. У нас КД почти 3 секунды. 3,1 секунда при вот такой сборке и таком экипаже, да. У нас есть, в отличие от КВ-1, УВН. Да-да, ребята, УВН минус 10.
А мы помним, что броня-то у нас, за исключением вот этой шляпы, в башне достаточно хорошая. И поэтому на этой машине, в отличие от советского КВ-1, вполне себе можно играть на рельефных картах. Да, есть ослабленная зона, ну что поделаешь. Вот, точность у нас 0.34 на тяжелом танке, господа. Сведение 2.29, вполне себе комфортно. По ХП у нас, в принципе, все нормально, 920. По мобильности 38 вперед, 12 назад. Вот, скорость такая же, как у совка, тут даже что говорить. По обзору 352 метра. По-моему, чуть больше, чем на КВ. Точно не помню, сравнивать не буду. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим. Вот этот танк из новогодних коробок, да. Захваченный КВ-1. Ух, немцы отжали танк. Сейчас поедем его затестим. Все. И поехали. Так, господа, у нас сегодня обзор боя. КВ-1. Немецкий, да, немецкий танк 5-го левела, прем-танк, тяжелый, трофейный танчик, который немцы у нас, видать, отжали, КВ-1, имба, наверное, видали у нас какой, блин, наверху появился, круто, да. Ща поедем, тестить, так сказать. Заряжаем голду, у нас сетап попали к шестеркам. Да, тяжи всего лишь 3. Поедем с тяжами перестреливаться. Вот такая вот подвижность у нас. 30 километров никак набрать не можем. На турбине. А представляете, играть без турбины. По сути, это тот же КВ-1, только, конечно же, есть нюансы по бронированию. У нас другая пушка, немецкая, более точная. Знаете, какая стабилизация лучше, чем на КВ-1. Сейчас поедем драться. Квас с нами едет. О, хорошо, это они уже. На тебе, родной. Так, давайте-ка от борта играть. Поиграешь сейчас у нас. Так. Тихо, тихо. Только флаг видно. Так, тихо, тихо. Тихо, тихо. Деремся. Блин, скриншотер опять включился, что было.
Тихо, тихо. Убили. Эх, убили нас. Чё мы там? 1800 настреляли. Наши все на базюльке стоят. Эх, обидно, да? Ну, ДПМная пушка. На голде, конечно, хорошее пробитие. Но команда наша идиоты. 3 фрага мы сделали. Почти 2К настреляли. И, походу, проиграем. Потому что, ну, не повезло союзнику. Как всегда. Что можно сказать в сравнении? Отличается, безусловно, по КД пушечка. Да. Этот танк у нас фармит серебришкой. Сколько мы нафармим, мы сейчас, конечно же, увидим. О, у нас КВ АФК. Т-34 что, тоже АФК? Господи, у нас 2 танка АФК. Неудивительно, что мы проигрываем. Нахер заходить в бой, чтобы вот так стоять? То есть у нас изначально минус 2 танка в команде. Ладно, подвижность такая же, по сути, как у КВ-1, отличие, да? Но более интересное орудие, реально, более интересное орудие. Обидно, что проиграли. У нас тут все уже. Ничто нам не поможет. Ничто и ничего. Так, Лев, ну-ка, давай. Ну, ё-моё, Лев. Но он его убьет сейчас, Лев. Все, красавчик на Льве. Сейчас арты сдохнет, наверное. Да, обидненько. Обидненько. Не, ну это не тащится. КВ-1 стоит, у нас ПТшка осталась и одна арта. Все. Все. Одна арта. В движении. Ну, стреляй. Ну, что это за нищий урон? Вот это уже нормальный урон. Все, ребят, проиграли. Но 1900 мы дали. Я думаю, мы в топе по урону, скорее всего. Я думаю, надо еще боек сыграть на этом замечательном танке. Кстати, вторая цифра секретного кода 5. Пусть будет 5. Все, отправляемся во второй бой, чтобы прочувствовать хорошо захваченный КВ-1. Да. О, какой. Все, едем. Сейчас затестим. Во втором бою. Угу. Ну-ка, только не к семеркам, пожалуйста. Потому что КВ-1, пусть даже и немецкий, против семерок, это, я думаю, кусок дерьма даже на такой пушке. Так. К шестеркам попали. Ну ладно, шестерки так шестерки. Хорошо. У них КВ-2, чито. Ну фигня на самом деле. Справимся сейчас. Заряжаем голду, шестерок бить. Сейчас будем бить шестерок. Так, что, агрессивно будем играть-то? Как? У них КВ-1, КВ-1. Сколько всяких КВ. От борта поедем, может, поиграть. Медленные мы, конечно, можем не доехать до позиции. А можем и доехать. Поехали. Эх бы нам подвижности побольше. Вот жалко, турбина не помогает. Ни хера. Едем. Вон, за АРЛ-кой. С АРЛ-кой то быстрее нас едет. Нифига себе. Вообще все равно прикольно катать что на
5-х левелах у нас прем танк. Можем фармить серебро. Еще один прем танчик нам подкинули на Новый год. Эх, подвижности мало. Вот КВ у них куда поехал. Интересную позицию выбрал. Ну ладно. Оп. Так. КВ-2 опасный чувак. Да. Ты чё так стоишь-то? Гусеницу нам сбил. Угу. Пока постоим тут. Пробитие. Пробитие. Да. Если бы не КВ-2, мы поагрессивнее бы дрались. Ну что это я так криво стреляю? Все, едем вперед. Все, нормалды. Наступаем. Едем дальше. Давим, так сказать. Можем себе позволить. Ой, его там в спину уже фармит. Ой, куда это он уехал? Ух ты, вот он. Едем дальше. Короче, ребята, сумма 1200. Пофигу нам на арту. Едем за классом с МЗ. Успеем мы по нему пострелять? Боюсь, нет. Его там сейчас расфармят. Все. Ну вот такой, ладно, второй бой. О, артовод. Да, 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 да. Уничтожим. Переигрывать больше не буду. Я думаю, всем понятно, что на этой пушке танк интересный. Так что, ребята, кто получил в новогодних коробках эту машину, самое время выйти в рендом на 5-е левела и затестить ее. Кстати, секретная цифра секретного кода для розыгрыша голды цифра 7. Сейчас посмотрим итоги боя. На острове сидит наш уважаемый Чито. Нет, не на острове, вот он.
Да, он сейчас от арты умрет. Да и не только. Он, КВ его наш бьет, царапает. Не успеем. Подвижности нашей не хватит, да. Ну все, победа. Ладно, 981 плюс 296 у нас получается, что там суммы почти 1300, да. Ну, сойдет. Как для 5-го левела, мы в бою против 6-х дрались, сойдет. Интересная ли машина? А почему нет? Хотите спуститься с 8-х старших левелов, покататься в песке в 5-х левелах? Пожалуйста, КВ-1. Заодно будете фармить серебро. Давайте посмотрим итоги боя. Да, итоги боя глянем. Вот, 4-е место по урону. Замечательно. Один, правда, фраг. Посмотрим предыдущий бой. Стоп. Это этот же бой, нет. Сейчас, секунду. Секунду. Смотрим. Проигрышный бой. Мы в топе. 1866. 3 фрага. На голде. Даже на голде мы ушли в минус. Вернее, не даже, а ушли в минус. А здесь на голде, ну потому что играли против 6-х левелов. А здесь мы... И здесь мы ушли на голде в минус. Поэтому на этом танке можно играть, но на обычном типе снаряда. Но я богатый Буратино, могу себе позволить побольше пострелять, что называется. Ладно, танку на самом деле можно ставить твердую 4. А почему нет? КВ, блин, с новой пушкой. Интересная машина. Новые машины это в любом случае всегда интересно. И эта машина на самом деле не такая уже и плохая. И, можно сказать, даже уверен, что она хорошая. Потому что у нас ДПМная пушечка. Вот. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы думаете о этом танке, если у вас в ангаре какой вы ставите на него оборудование. Я вот без турбача его не вижу, без досыла не вижу, ну и без закалки тяжелый танк уж точно не вижу. Вот. Так что до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.